На ремонте робот-пылесос. Вот такой. Вот она шильда. Вот. Значит, здесь два пункта. При работе слышен посторонний звук и не работает влажная уборка. Включим. Не знаю, насколько слышно на камеру, но посторонний звук присутствует. В последнюю очередь запускается турбощетка. То есть подозрение, что посторонний звук связан именно с ней. Значит, если мы берем в руки турбощетку, и что мы видим? Мы видим то, что здесь чего-то не хватает. Ну, здесь два варианта, как обычно. Либо восстанавливаем заводскую схему, либо собираем свою. Значит, если восстанавливать заводскую схему, то здесь покупка новой турбощетки. Значит, а если попытаться собрать свою схему, то здесь уже нужно будет, ну, опять-таки, это уже что-то там надо городить городушки, скажем так. Вот подшипник 494, допустим. Но этого будет, естественно, недостаточно, если его поставить вот таким вот образом. То есть, что я взял? Тут у меня подшипник и силиконовая шлангочка такая, кусочек отрезал, одел. Вот. Если мы, допустим, сейчас включим, вот, то есть сейчас постороннего звука не будет. Насколько он слышен на камеру, конечно. Ну да. Хотя не вставил. Ну вот посторонний звук пропал. Ну, естественно, теперь турбощетка вращается на подшипнике. Хотя здесь подшипник как бы с другой-то стороны и не вариант. Все же втулка, наверное. Хотя есть и подшипники, и на подшипниках сделаны втулки, через турбощетки. Ну вот, то, что касается постороннего звука, турбощетка. Здесь чего-то, скажем так, не хватает. Ну, по идее, новую купить и не морочить голову. Так, это один момент. Второй момент. Не работает влажная уборка. Значит, не работает влажная уборка. Ну, в этой модели, конечно, вариант, пока пылесос мы уберем в сторону. В этой модели, конечно, вариант такой интересный. Довольно-таки интересный. То, что касается влажной уборки. Помпа, емкость для воды вот в этом контейнере находится. То есть она не находится внутри, помпа не находится внутри корпуса, там где-то там. А вот такой вариант. Значит, что в этом случае можно будет сделать? Ну, берем лабораторный блок питания. 4 вольта достаточно. И вот только ведущая часть, это питание идет на помпу. Мы можем подать питание. Вот, и мы можем видеть, не знаю, видно на камеру, то, что помпа, слышно работа помпы, и вот вода течет. Вот, значит, с помпой все ок, все в порядке. Значит, получается, нет выхода питания на помпу самого робота-пылесоса. Хотя здесь подвижные скользящие контакты, они в зелени, то есть все же окисляется. Ну, влага есть влага. Но тем не менее помпа качает. Вот. В этом случае я подключал на только ведущей части вот такую схему. Сейчас покажу. Вот такую схемку. Значит, светодиод с резистором, и светодиод подключил через выпрямитель. Почему выпрямитель? Для того, чтобы не гадать с полярностью. То есть светодиод, если
тот светодиод, который подключен через выпрямитель, светит уже независимо от полярности. То есть минус светодиода подключаем на минус выпрямителя, плюс на плюс. Ну, полярность должна совпадать выпрямителя со светодиодом. А то, что касается переменки, подключаем как угодно. То есть здесь уже полярность не имеет значения. Вот даже я сейчас возьму лабораторный блок питания. Вот, допустим, припустим. Пусть будет здесь плюс, а здесь минус. Светодиод светиться будет. Вот мы видим, светится. Теперь мы меняем полярность. Тут плюс, тут минус. Светодиод все равно будет светиться. Ну, то есть, чтобы не гадать, где там плюс, минус и так далее. То есть, подключил я тоненьким проводом на скользящие контакты здесь. Ставил контейнер с водой. Вот таким вот образом у меня все было. Вот. Тут провода. И вот так поставил светодиод. Включил пылесос, он у меня работал. Понятное дело, помпа здесь работает в импульсном режиме, то есть не постоянно он качает воду довольно-таки прилично. Вот. Светодиод у меня не мигнул ни разу, то есть питание не выходит с робота на помпу. Ну что тут остается? Здесь остается разбирать. Ну, по поводу щетки, там зачем заморачиваться, если можно купить новую. В общем-то, она стоит недорого. Вот такие вот дела. Все нужно разбирать.